Глава 446. Банк чудес. Депрессия Чутеня быстро прошла. С его личностью он был счастлив делать как можно меньше работы. Торговцы клана Лис Деларес расчищали торговые пути для Комитета чудотворной торговли и в настоящее время имели предварительный успех. В основном они вошли в близлежащие маленькие города и вели переговоры с некоторыми местными племенами, даже пытаясь связаться с другими крупными лесными городами. «Мы готовы построить крупномасштабный торговый центр чудес», поделилась своими мыслями Деларес. Первая партия будет построена в более чем 20 небольших городах, чтобы протестировать их. Мы будем сотрудничать с более чем сотней племен и продавать продукты Комитета чудотворной торговли и делиться лесными ресурсами, создавая самый большой рынок в лесу. Концепция торгового центра чудес. Мэн Цин уже выдвигала эту идею еще в стране Южного лета. Торговые центры чудес включают в себя крупные универмаги и супермаркеты, в которых товары Комитета чудотворной торговли станут основным товаром. Там будут четкие цены, акции, стандартизированные продажи и цепочки операций в разных странах. Эта платформа также будет извлекать продукты различных торговых семейств, создавая ощущение конкурентоспособности и полноты торговых центров. Идея Мэн Цин оказалась очень растянутой, но потенциал был. Единственной ошибкой может быть скорость развития Комитета чудотворной торговли. Комитет чудотворной торговли выскочил из южного небесного города в стране Южного лета, но им понадобился всего год, чтобы сделать это. Они создали консервы, магнитные звуковые устройства, оружие изначальной энергии и другие изобретения с огромным потенциалом. Однако торговый центр чудес развивался не так быстро, поэтому у Комитета чудотворной торговли всегда был небольшой доход, и в стране Южного лета их считали небольшим предприятием. Мэн Цин также вернулась к идее лесного супермаркета. Это было не только потому, что Комитет чудотворной торговли сменил локацию, нынешний Комитет чудотворной торговли также не мог сравниться с ранее. Пространственные технологии Комитета чудотворной торговли значительно улучшились за последние несколько месяцев, поэтому торговый центр чудес станет самым известным супермаркетом в лесу и станет брендом, который превзойдет все ожидания. Лес хаоса был таким большим и богатым ресурсами. Так почему же лесные расы были такими бедными? Почему было немного внешних торговцев, которые приходили сюда, чтобы заняться бизнесом? Главной причиной была сложная местность леса, вокруг бегали жестокие местные звери и всевозможные грабители. 90% лесных жителей не осмеливались показать себя, поэтому иностранные торговцы, которые приходили заняться бизнесом в лесу, всегда словно играли в азартные игры. Эти негативные факторы повлияли на развитие леса хаоса. Именно потому, что эти факторы существовали, Мэн Цин увидела большую возможность. Торговый центр чудес может изменить все это. Торговый центр чудес больше не был обычным торговым центром в небесном городе. Он был более продвинутым, более удобным и более гибким. Это были развитые коммуникационные технологии, технологии передачи звука и изображения, технологии воздушных путешествий, а также недавно разработанные пространственные и духовные технологии. Деларес привела пример. Мы готовы открыть виртуальные торговые центры в 20 небольших городах. Мы будем использовать зеркало переноса изображений для отображения продуктов, а основные продукты будут отображаться в духовных магазинах, чтобы их можно было испытать. Каждый торговый центр сможет напрямую связаться с городом чудес, поэтому клиенты смогут напрямую связаться с нами. Таким образом, нам не нужно открывать большой магазин, и мы сможем производить более десятков тысяч продуктов. Чутянь кивнул. Звучит неплохо. Это еще не все. Мы можем использовать радиовещание и телевизионный отдел для продвижения или продажи продуктов на разных платформах. Таким образом, мы можем взять популярные продукты города чудес или новинки и рекламировать их, чтобы каждый мог увидеть их изображение. В конце концов, люди смогут покупать вещи, не выходя из дома. Вивиан была смущена, когда услышала это. Как мы отправим вещи клиентам? Это будет зависеть от тех пространственных технологий, которыми ты управляешь. Чем больше Деларес говорила, тем больше она была взволнована. Хотя нынешний уровень Комитета чудотворной торговли не мог открыть личный космический склад для всех, но они могли принимать заказы и отправлять их в различные города и племена каждый день. Если бы был большой заказ от племени, они могли бы даже отправить дирижабль, уменьшив любые риски почти до нуля. При ведении бизнеса в лесу хаоса безопасность была на первом месте. Риск в основном исходил из внешнего мира, но если бы Комитет чудотворной торговли работал бы таким образом, это было бы очень удобно и уменьшило бы их риск до нуля. Комитет чудотворной торговли не просто продавал свои собственные продукты, но и продавал товары из страны Южного лета и других мест. Многие крупные племена решили работать с Комитетом чудотворной торговли, поэтому они могли разместить свои продукты на платформе Комитета чудотворной торговли. Они могли продавать свои продукты не только другим городам, но и странам, находящимся за пределами леса хаоса. С таким легким перемещением товаров. Цена, естественно, возрастет, а выгода невообразима.
Комитет чудотворной торговли создал эту платформу не только из-за высокой прибыли, но и для того, чтобы захватить для себя большое количество ресурсов. Они также позволят местным жителям зарабатывать деньги, позволяя лесу хаоса развиваться. Кровь Вивиан вскипела, услышав это. Когда был построен космический склад, Вивиан подумала только об одном — о том, что это принесет огромную пользу эльфам. Например, эльфийские чайные листья, произведения искусства и сокровища не были ценны в их племенах, но если бы они были проданы человеческим империям, они могли бы быть проданы более чем в 100 раз по сравнению с обычной ценой. Разве эльфам не было противно общаться с внешним миром? Теперь они могли отправлять вещи в город чудес для продажи в торговом центре. В худшем случае они потеряют часть прибыли, но эльфы могут получить огромные выгоды. В будущем эльфы смогут проходить через город чудес, чтобы покупать продукты с остальной части континента. Пока они платят деньги, эти продукты будут отправляться со всех концов в Вечный лес, в секретный регион эльфов, что принесет огромные улучшения в жизни эльфов. Это было здорово. Хорошо, очень хорошо. Чутянь погладил подбородок и спросил смущенным голосом: «С какими проблемами вы столкнулись?» Комитет чудотворной торговли сейчас слишком мал, и у нас не хватает людей для отправки в разные регионы для строительства торговых центров. Кроме того, с увеличением количества торговых центров они будут занимать все больше места, и наша команда будет становиться все больше и больше. В конце концов, мы не сможем справиться со всем. Деларес со вздохом сказала: «Кроме того, есть еще один очень важный момент. Подумайте о большом рынке, который мы открываем. Если мы проглотим его в одиночку, другие люди не будут ревновать». Вивиан сомкнула брови. «Что нам делать?» Вице-лорд Мэн Цин уже подготовилась к поиску регионального представителя. Это было бы очень хорошим решением этой проблемы. Деларес остановилась здесь перед тем, как сказать: у небольших городов будут свои представители, у больших городов тоже будут свои представители, и страны также будут иметь представителей. Мы пойдем к самой сильной державе в регионе, чтобы сотрудничать с ними и позволить им управлять торговым центром. Комитет чудотворной торговли предоставит техническую поддержку, а прибыль будет разделена. Таким образом, у нас будут удобные местные менеджеры, и каждый сможет разделить богатство. У молодой мисс действительно есть свои способы. Подобный местный представитель сделает местное управление намного более удобным и ускорит наше развитие. Кажется, что мы даем некоторые преимущества, но на самом деле мы создаем стабильное партнерство. Чутянь кивнул. Мы сделаем именно так. Думаешь, я не хочу. Деларес закатила глаза. План вице-лорда Мэн Цин укажется очень тщательным, но все еще есть упущения. Основные племена леса хаоса намного беднее ее ожиданий. Хотя многие люди заинтересованы, у них нет средств для участия. Нет денег. Так что, если у них нет денег, сказал Чутянь с подавленным выражением, разве комитет чудотворной торговли не может помочь им построить все? Это причина, по которой я вернулась. Деларес показала странную улыбку. Я подумала точно так же. Чутянь и Вивиан были ошеломлены. Деларес не была глупой, она знала, насколько велика эта инвестиция. Прежде чем они увидят какую-либо прибыль, потратят ли они все свои деньги. Будучи финансовым директором в городе чудес, она знала, что финансы в городе были напряжены. У меня есть метод. Мы можем воспользоваться этой возможностью, чтобы создать платформу, и если она будет создана, то в будущем лесу хаоса и даже в будущем всего континента ее ценность не будет ниже торговых центров чудес. Деларес на секунду остановилась. Я даже придумала его название, он будет называться «Банк чудес». Банк. Вивиан впервые услышал это имя. Что такое банк? Мы вложим большую сумму денег, чтобы построить банк. Этот банк будет одалживать деньги или позволять им создавать ипотечные кредиты, чтобы они могли закончить строительство. Деларес добавила: конечно, банк не будет одалживать деньги бесплатно. Мы будем взимать очень высокую процентную ставку, и мы вернем деньги обратно с выгодой. Вивиан быстро подумала о важном моменте. Что если они займут деньги и не вернут их? Лесные племена на самом деле не бедны, у них есть сокровища, собранные поколениями, им просто не хватает исходных камней и необходимых строительных материалов. Наши кредиты будут принимать залог, поэтому, если эти племена хотят занять деньги, им нужно сначала оставить что-то ценное в качестве залога. Деларес добавила после этого: когда город чудес создаст достаточно престижа в будущем, мы даже сможем расширить наши услуги. У лесных племен есть деньги, но хранить большие суммы денег в своих племенах небезопасно, поэтому они могут хранить их в банке. Мы не только не будем взимать плату за хранение, но и будем давать преимущества. Деньги, которые мы получаем, будут выдаваться на кредиты, и мы используем деньги, чтобы заработать деньги, создавая бесконечный цикл. Хорошо. Чутянь был очень взволнован. Очень хорошо.
Деларес не разочаровала Чутеня, на самом деле придумав такой план. Эта девушка определенно войдет в историю, она станет основателем финансового круга континента. Это подробное предложение Деларес дала свиток Чутяню. Я надеюсь, что банк можно будет открыть как можно скорее, что даст городу чудес и комитету чудотворной торговли больше возможностей. Глава 447. Стабильный заработок без потерь. Будущее банка чудес было безгранично. Это не только увеличит влияние города чудес в будущем, позволив ему контролировать финансовую линию жизни леса, но и станет сердцем бизнеса и финансов всего континента. Возвращение в современный мир из будущего дало Чутяню невероятную проницательность. Поэтому он мог четко понимать, что у банка чудес были большие перспективы. Совсем не странно, если бы эта идея пришла от Чутеня, но для таких местных жителей, как Деларес, подумать об этом на самом деле было невероятно. Чутянь спросил: «Как ты считаешь, сколько денег мы должны взять из хранилища компании?» Деларес решительно ответила: «Все». «Все». «Правильно», — очень уверенно сказала Деларес. «Торговый центр чудес лишь в зародыше, и он строится только в 20 небольших городах и нескольких крупных племенах, но я думаю, что сумма кредитов не будет небольшой. Эти державы позаимствуют исходные камни и должны будут купить оборудование, материалы, технологии и оплачивать другие расходы компании, чтобы нанять торговый персонал и технический персонал, поэтому большинство исходных камней в конечном итоге вернется в город чудес. Исходные камни города чудес будут циркулировать и, наконец, снова вернутся в наши карманы». Вивиан была немного смущена этим. Мы развиваем наши услуги, продаем наши продукты, увеличиваем наше влияние, развиваем торговый центр чудес и банк чудес, а также принимаем кучу кредитов и депозитов. Переходя от левой руки к правой руке, мы получаем все преимущества. Есть ли такая хорошая вещь в этом мире? Деларес подмигнула. Это и есть та самая хорошая вещь. Поистине спекулянты, клан Лис был невероятно хитрым. Если бы в городе чудес была группа этих лисьих торговцев, как они могли беспокоиться, что в будущем они не заработают много денег через несколько дней? Молодая мисс, Ин и Нангунь прорвались. Их тело бессмертного звездного света достигли большого царства успеха, а их совершенствование достигли царства истинного духа. Мэн Цину только что вышла, когда узнала, что Деларес планирует построить банк чудес, что очень удивило ее. Тем не менее, с ее интеллектом она сразу увидела преимущество. Хитро. Поистине хитро. Эта лисица была талантом, который встречался очень редко. С другой стороны, призыв в город чудес подошел к концу. Чутянь, как городской лорд и инициатор, конечно, должен был лично это увидеть. Ответственными за призыв был Дун Фанхаран и Чэнь Бинву. У них двоих были скромные характеры, поэтому они были не так активны, как другие высокопоставленные члены комитета чудотворной торговли, но их метод действий был очень чистым. Призыв был завершён без каких-либо инцидентов, что, конечно, было заслугой этих двоих. 30 тысяч избранных лесных жителей в настоящее время стояли на большом поле. У них были разные формы и расовые принадлежности, и хотя их одежда и оружие отличались, они начинали выглядеть как армия. На поле были не только новобранцы города чудес. Все местные жители наблюдали за весельем со стороны. Эту сцену редко можно было увидеть в лесу, эта армия была первой регулярной армией леса, а также первой профессиональной армией. Старшая сестра Бинву, Хааран, вы хорошо постарались. Чутянь вышел на сцену и первым пожал им руки. Фигура Чэнь Бинву не изменилась, она все еще была в такой же черной одежде и маске. Дун Фанхаран, напротив, очень изменился. Сильное и большое тело Дун Фанхарана было покрыто доспехами, похожими на генерала-ветерана, что сделало Чутяня очень довольным им. В наши дни Дун Фанхаран рос очень быстро, Чутянь планировал сделать его старшим генералом армии города чудес. Я считаю, что все воины, участвовавшие в призыве в города чудес, являются самыми сильными и самыми элитными воинами в лесу. Чутянь выступил через усилитель голоса на сцене. Вы элиты, выбранные из каждой десятки претендентов, вы лучшие из лучших. Город чудес выбрал вас всех, и теперь мы рады, что вы стали славными солдатами нашего города. 30 тысяч солдат показали гордое выражение на своих лицах. Каждый из этих солдат пробивал свой путь через виртуальную арену, проходя различные испытания и в конце концов становясь солдатом города чудес. Их способность стоять здесь уже была чем-то, чем можно гордиться, не говоря уже о том, что стать солдатом города чудеса означало получить хорошую работу, а также принести пользу и славу своим племенам. Я могу гарантировать всем, что с того момента, как вы выбрали город чудес, вы поприветствовали новую жизнь. Это возможность раз в 1000 лет. Каждый человек начинает с одного и того же старта, и у него будет бесконечное богатство, выгоды и честь. Крикнул Чутянь ободряющим голосом. С этого дня вы несете славу города чудес и сражаетесь за него.
Давайте вместе создадим город, наполненный чудесами. Все новые солдаты взревели. У местных жителей леса были простые умы, поэтому для управления этой армией не требовалось много. Пока они получали надлежащее обращение, должное уважение и будущее, которое давало им надежду, большинство этих солдат были готовы умереть за город чудес. Кроме того, этот городской лорд хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы объявить о большом деле. Громко крикнул Чутянь. Чтобы дать гражданам города чудес лучшую жизнь, Комитет чудотворной торговли создаст банк чудес, чтобы предлагать депозитные услуги для граждан. Каждый неиспользованный исходный камень в руках гражданина города чудес может быть использован для открытия банковского счета, где исходные камни могут храниться без ограничений. Мы предложим самую надежную защиту в мире и не будем взимать плату. Вместо этого мы также будем платить деньги гражданам. Вы можете получать 1% за каждый месяц хранения исходных камней, за полгода 8%, а за полный год 20%. Люди города чудес были ошеломлены. У всех были странные выражения, когда они шептались друг с другом. Они получат больше исходных камней, просто храня их. Это было просто невероятно. Выплата за полный год составит 20%. Если 100 исходных камней будут храниться в течение года, разве они не станут 120 исходными камнями? Карлики и другие расы имели долгую жизнь, поэтому, если бы они хранили 100 исходных камней в банке в течение 50 лет, сколько богатства они получили бы, Чутянь решил объявить о создании банка чудес на церемонии вступления, чтобы привлечь внимание людей. Депозитные услуги банка чудес в настоящее время предоставляются только гражданам. Это было главным образом потому, что Чутяню было ясно, что город чудес еще не имел достаточного влияния. От чего могли отталкиваться лесные жители и другие державы, чтобы доверять ему, не говоря уже о том, что в лесу хаоса изменения происходили очень быстро. Если однажды город чудес будет разрушен, куда пойдет имущество этих людей? Таким образом, служба банка чудес на данный момент была направлена на повышение уровня жизни и открыта только для граждан города чудес. Когда наступит подходящий момент в будущем, они расширят свои услуги. Однако было ясно, что даже в городе чудес большинство людей не доверяли им. Как могло быть такое невероятное преимущество? Комитет чудотворной торговли позаботится об их исходных камнях, и исходные камни будут увеличиваться, зарабатывая им больше исходных камней. Бизнес банка чудес не был хорош в начале. Чутянь использовал свою личность как городского лорда, чтобы лично подтвердить это и гарантировал это силой Комитета чудотворной торговли, даже показывая горожанам безопасность космического склада. Но даже в этом случае граждане решили занять выжидательную позицию. Чутянь чувствовал себя подавленным. Это был плохой знак. Хотя этот бизнес мог потерпеть крах, если слишком спешить, и его нужно было наладить медленно, если бы все не доверяли Чутяню и городу чудес, как он мог развиваться в будущем, Чутянь обсуждал это с Мэн Цин у Деларес. Какая разница? Они будут выдавать кредиты первыми. Деларес привела торговцев клана Лис, чтобы вести переговоры повсюду. Наконец, некоторые сильные местные державы решили использовать некоторые ценные сокровища в качестве залога и позаимствовать большое количество исходных камней в банке чудес. Комитет чудотворной торговли дал им кредиты под высокие проценты. Местные жители использовали свои сокровища в качестве залогов, и по текущей рыночной цене леса они были примерно равны стоимости займа. Все кредиты имели годовой процент 100%. Даже так, когда несколько человек взяли на себя инициативу, все другие племена и державы последовали за ними, охотно приняв эти суровые кредиты. Это было потому, что им было ясно, что другие люди будут брать кредит, если они этого не сделают. Если бы они не воспользовались этой большой возможностью или другие люди первыми украли бы эту возможность, было бы слишком поздно сожалеть. Худшим результатом было бы то, что они не смогли бы вернуть кредит и забрать свои сокровища в космическом складе в Банка чудес. Банк чудес продолжал одалживать все больше и больше денег, заставляя Мэн Цин и Деларес чувствовать головную боль. Было проблемой, если бы это продолжалось, у них не было достаточно исходных камней, людей, которые брали кредиты, было больше, чем они ожидали. Как будто у всех этих племен были разбросаны сокровища повсюду, и они даже не знали, куда их девать. Эти вещи имели высокую ценность на лесном рынке, и если бы Комитет чудотворной торговли отослал их, разве они не окупили бы несколько раз этот кредит? Поэтому, даже если местные жители не вернут кредит, Комитет чудотворной торговли не потеряет деньги на этой сделке. Более того, предоставление исходных камней этим местным жителям быстро распространит рыночную систему города чудес, что позволит городу в конечном итоге получить выгоду. Поэтому, конечно, они приложили максимум усилий для выдачи кредитов. Мэн Цин ужала брови. Сколько исходных камней у нас осталось? Только 10 тысяч. Лицо Деларес было покрыто беспокойством. Мы уже на красной линии. Если мы продолжим так же, финансы города будут в опасности, и исследовательская лаборатория карликов будет затронута. Однако, есть несколько важных регионов, которые еще не получили кредиты. Великий старейшина Кларк здесь для аудиенции. Кларк. Позвольте ему войти.
Кларк привел несколько членов клана и принес с собой несколько коробок. Мэн Цину посмотрел на этих карликов с некоторым смущением. Старейшина Кларк, это великий старший Кларк, поднял руку, и жрецы-карлики открыли коробки, обнажив большое количество исходных камней. Эти 50 тысяч исходных камней являются исходными камнями, которые карлики давно не использовали. Я готов поместить их в банк чудес на год от имени племени карликов. Мэн Цин У и Деларес показали шокированные взгляды, прежде чем засиять счастьем. Это действительно был неожиданный и приятный сюрприз. Карлики, открывающие такой большой депозит, были очень большой поддержкой для банка чудес, Кларк не был глупым. Причина, по которой карлики сделали это, заключалась в том, что преимущества карликов и городе чудес были связаны друг с другом. Если бы город чудес процветал, они бы тоже выиграли. С другой стороны, карлики видели модель стабильной прибыли банка чудес без каких-либо потерь, поэтому они были уверены в банке. Банк чудес не только заработал бы большие деньги для города чудес, но и послужил бы катализатором для развития в прилегающих районах. Наконец, Мэн Цин У подписала специальное соглашение с Кларком. Эти 50 тысяч исходных камней не имели ежемесячного или полугодового процента. Пока они будут храниться в течение года, они получат 40%. Чтобы поощрить и поддержать карликов, они удвоили процент, карлики были, конечно, очень счастливы. Год был не таким длительным временем для карликов. Эти 50 тысяч исходных камней, хранящиеся в банке чудес в течение года, могут увеличиться почти вдвое. Если бы это было раньше, они бы даже не осмелились мечтать об этом. Вопрос о вкладе карликами большой суммы в банк чудес немедленно распространился по городу чудес через каждый канал комитета чудотворной торговли. На этот раз это вызвало очень большой переполох, и многие люди и стали вносить деньги, что сделало ситуацию с замороженными депозитами более оживленной. У банка чудес было достаточно капитала, чтобы продолжать выдавать кредиты в разных частях леса. В то время как банк чудес улучшался с каждым днем. Из страны Южного лета пришла новость, на которую Чутянь должен был обратить внимание. Глава 448. Лесопромышленный парк. Хорошая новость пришла из Центральной государственной научно-исследовательской лаборатории страны Южного лета, которая взволновала людей. Произошел прорыв с компьютером изначальной энергии, и эта новость взволновала Чутяня. Комитет чудотворной торговли за 1 год совершил революцию в мире технологий, создавая такие продукты, как оружие изначальной энергии, космический склад и духовный мир, но теперь все эти технологии оказались в тупике. Чутянь знал, что в таких условиях он мог развить эти технологии только до самых грубых состояний, прежде чем они перестанут развиваться. Теперь, когда у них был предварительный успех с компьютером изначальной энергии, они скоро смогут преодолеть это узкое место, что позволит Комитету чудотворной торговли увеличить свой потенциал. Это был вопрос большой важности. Матрица исходной энергии нестабильна и не может быть изменена на данный момент. Что вы планируете делать? Мэн Цин У принимала участие в исследовании компьютера изначальной энергии. Хотя она и не знала, для чего он будет использоваться, компьютер изначальной энергии был самым дорогим исследованием, предпринятым компанией, и одним из самых ранних проектов Чутяня. Для чего-то такого сложного, утомительного и трудоемкого Чутянь не сделал бы этого, если бы это не стоило ресурсов. Молодая мисс отправится в исследовательскую лабораторию карликов, я хочу привести сюда все их пространственные кристаллы. Чутянь принял решение, Нангун свяжется с Юнь Тиньхэ и Гоу Цинцу, а я отправлю чертежи транспортной башни и материалы через космический склад, позволяющие им подготовить одну в центральном государственном городе. Вивиан лично совершит поездку в центральное государство, чтобы как можно быстрее создать транспортную башню в стране Южного лета, и нам было легче туда добраться. Хорошо. Транспортные башни были очень удобны. Когда будет построена транспортная башня, эти 2 места будут соединены, и они смогут свободно перемещаться между ними. Однако транспортным башням нужно было не только несравненно драгоценное око звезды, но и большое количество пространственных материалов. Комитет чудотворной торговли еще не подготовил такое количество материалов, и даже у карликов, имеющих такую богатую историю, не было много этого материала. После того, как транспортная башня города чудес была закончена, Чутянь уже использовал большинство пространственных материалов карликов. Однако, поскольку они спешили сделать вторую транспортную башню, Чутяню пришлось позаимствовать все оставшиеся пространственные кристаллы у карликов. Если бы эти предметы оставались в руках карликов, скорее всего, они использовали бы их для изготовления бесполезных предметов хранения. Было бы лучше, если бы они отдали их все Чутяню, в худшем случае он мог бы просто отдать им космический склад в будущем. Пока все выполняли свои приказы. Беда. Произошла беда. Быстро ворвалась Мэн Ин. Лесные племена собрались в городе, чтобы вызвать проблемы, и один из их предводителей — это Арнольд. Мы не знаем, что с ними делать. Быстро идите и посмотрите.
Что делали эти ребята? Под замком городского лорда было несколько вождей, ведущих людей в знак протеста. Вновь завербованные охранники не знали, что делать, многие из присутствовавших здесь были членами их кланов, и было бы нехорошо, если бы они напрямую вступили с ними в бой. «Арнольд, ты, блядь, смеешь бунтовать?» Арнольд увидел разгневанного Чутеня и тут же сжал шею. Он никогда не думал, что вытащит Чутеня наружу. После нескольких секунд колебаний он громко сказал: «Мы не восстаем, мы просто здесь, чтобы обеспечить свои права. Мы хотим видеть председателя Банка чудес». Когда был создан Банк чудес, Мэн Цин была назначена председателем, а Деларес была заместителем председателя. Группа Арнольда не хотела видеть Мэн Цин, скорее, они хотели объяснений от Деларес. Зачем вы хотите увидеть ее? Потому что эта лиса Деларес несправедлива. Из больших ноздрей Арнольда вырвался пар, и он выглядел очень рассерженным. В последнее время она одалживала большое количество исходных камней людям здесь, но она не хочет давать нам взаймы. Почему? Причиной могут быть только обиды между нашими племенами в прошлом. Это явное злоупотребление ее властью. Мы не удовлетворены. Верно. Аутсайдеры могут занимать деньги в банке, но мы не можем. Наше племя послало 500 элит, чтобы стать солдатами города чудес. Все вожди были спровоцированы так, словно понесли большую потерю, и Чутянь почувствовал сильную головную боль. Это так называемое неравенство вызвано скорее проблемами, чем желаниями. До создания Банка чудес никто не думал об этом. Теперь, когда Банк чудес был создан, и десятки тысяч исходных камней были разосланы различным племенам и небольшим городам в качестве займов, местные жители также пытались взять займы, но они были отклонены. У местных жителей леса не было больших умов, поэтому они с подозрением относились к поведению Деларес. Они думали, что у племени лис были прошлые обиды на минотавров, тигровое племя и другие племена, поэтому Деларес использовала свою силу для решения этих обид. Тот, кто не является городским лордом, не мог понять проблем городского лорда. На самом деле проблема была не только в местных жителях, в последнее время даже граждане были недовольны им. Чутянь призвал в армию большое количество лесных элит и оказал им отчужденное отношение. Он заполнил пятна и не позволил гражданам пользоваться преимуществами призыва в армию, поэтому было много карликов, которые были недовольны городским лордом. Можно ли винить в этом Деларес и Чутеня? Окружающие племена существовали недалеко от города чудес, поэтому они уже находились в его сфере влияния. Деларес не выдала крупные кредиты только для развития банка, она также хотела создать более крупную коммерческую зону, создав больше торговых центров чудес. Чутянь призвал солдат, чтобы стабилизировать местных воинов и позволить всем собраться вместе, а также дать местным жителям стабильную работу и стабильный образ жизни, создавая мир в прилегающих районах. Но перед лицом недовольства граждан Чутянь объявил после призыва, что граждане по-прежнему будут составлять определенную долю призывной армии. Чутянь спросил: «На что вы хотите одолжить денег?» «Для чего еще это может быть?» Арнольд прямо сказал: «Скоро будет открыто новое испытательное поле, мы хотим денег, чтобы сразиться со злым драконом». Было так много рекламных фильмов, и мы все можем видеть способности злого дракона. Для парня, с которым так трудно иметь дело, неправильно ли подготовить побольше исходных камней? Местные жители делали все это только для этого, Чутянь почти рвал кровью. Он даже думал, что им нужны исходные камни для чего-то важного. Чутянь спросил: «Знаете ли вы, что вам нужно будет внести залог, и Банк чудес также будет взимать проценты с вас? Если вы не сможете вернуть его себе, банк конфискует ваш залог». Разве это не просто залог? Это не значит, что мы не можем позволить себе этого. Несколько племен, которые были достаточно богатыми, без колебаний высказались: «Мы не боимся, мы просто хотим получить исходные камни». Местные жители были полны решимости взять кредит. Все, пожалуйста, послушайте меня. Чутянь сжал брови и задумался над этой проблемой. Вдруг он получил вдохновение и сказал: «Банк чудес не был основан для того, чтобы раздавать большие суммы денег, он был создан для того, чтобы стимулировать развитие леса. Мы не просто одалживаем исходные камни, чтобы заинтересовать их, мы скорее даем исходные камни, чтобы повысить ценность леса и позволить всему лесу развиваться. Мы не просто даем исходные камни, мы также должны подтвердить, что заемщик сможет быть способным к выплате, иначе мы бы не сосали кровь у заемщиков». Местные жители были смущены. Что это значит? Я имею в виду, что если вы хотите получить кредит от Комитета чудотворной торговли, вам нужно проявить активность. Мы сейчас берем только предпринимательские кредиты. Мы не принимаем личные займы или займы от племен, стремящихся вести легкую жизнь. У Арнольда было несчастное выражение: «Минотавры не знают, как вести бизнес». Кто сказал, что это должен быть бизнес? Чутянь хлопнул в ладоши. «Ин, карту». Мэн Ин быстро открыла большую карту леса.
Чутянь стоял перед гигантской картой и указал на долину Минотавров, сказав: «Долина Минотавров богата рудами, а Минотавры сильны, так почему бы вам не управлять шахтой?» Город чудес приветствует бурный рост, и в будущем руды не только будут хорошо продаваться, но и будут расти в цене. Разве это не возможность для бизнеса? Минотавры могут использовать руды в качестве причины для получения инвестиций от Комитета чудотворной торговли. Мы создадим шахту с Минотаврами. Разве вы не желаете получить постоянный источник дохода, подобный этому? Арнольд чувствовал, что это разумно. Заимствование денег не было долгосрочным планом. Минотавры были настолько бедны, что у них были только некоторые артефакты, и одалживание денег только ухудшило бы их положение, они не смогли бы их погасить. Лучше научить человека ловить рыбу, чем давать ему рыбу, поэтому Комитет чудотворной торговли будет работать, чтобы построить шахту с Минотаврами. С транспортом, инструментами для добычи полезных ископаемых, другими технологиями и рыночными каналами Комитета чудотворной торговли Минотавры будут просто отвечать за добычу руды. С этим они будут получать большую сумму дохода. Чутянь указал на другую область и сказал: «У этого племени агров есть чрезвычайно редкий лес, сам лес богат материалами 3-го уровня, и он покрывает всю область. Вы действительно охраняете сокровища, не зная об этом. Мы можем работать вместе с ограми, чтобы создать лесной лагерь. Это место подходит для садоводства. Это место подходит для разведения скота». Центр леса хаоса был несравненно богат ресурсами. Даже если бы Чутянь случайно вырыл яму, он смог бы найти 50-летнюю руду. Богатых ресурсов здесь было достаточно, чтобы сделать весь лес богатым. Посмотрите на это. Этот лес богат ресурсами и заполнен скрытыми сокровищами. Зачем вам нужно сражаться за несколько исходных камней с банком? Чутянь указал на большую область на карте. Я планирую сделать лесопромышленный парк, и все кланы смогут инвестировать в город чудес. Вы можете дать деньги, рабочую силу, технологии или ресурсы клана. Каждый получит долю, и каждый сможет разбогатеть. Так зачем же вредить нашей дружбе из-за такого маленького вопроса, как этот? Правильно, правильно. Местные жители были переполнены волнением. Космический склад Комитета чудотворной торговли уже не был секретом. Местные ресурсы могут быть собраны для каналов города чудес, и все эти люди смогут стать богатыми. Больше не нужно будет беспокоиться о таких вещах, как голод. Чутянь говорил так долго, что его рот пересох, когда местные жители наконец уехали. Он лишь представил предварительные идеи, а конкретные планы были даны молодой мисс, Чутяню не нужно было заботиться об этом. Сейчас лес все еще был хаотичным. Для того, чтобы граждане, местные жители и различные силы собрались вместе, нужны были терпение и мудрость, которые были только у молодой мисс. Какая польза была от Чутяня? Чутянь, ты действительно могущественен, тебе действительно удалось уговорить этих диких и неуправляемых парней. Уговор. Какой уговор? Чутянь закатил глаза. Если мы хотим укрепить область, мы можем сделать это только путем того, чтобы озолотить всех. Рано или поздно это должно было произойти, поэтому нет необходимости упоминать об этом. Мне действительно интересно, каким станет город чудес в будущем. Мэнни наблюдала за этим пустым и тихим местом. Вивиан потребуется несколько дней, чтобы отправиться в южную летнюю страну и сделать транспортную башню. У вас есть еще планы? Конечно, мы не можем просто вернуться в южную летнюю страну. Нам нужно собрать несколько вещей, прежде чем мы вернемся. Глава 449. Искусственный интеллект. Долина, где они сражались с Личом, в настоящее время закрыта карликами. Хотя с момента сражения прошло немало времени, область все еще была покрыта богатой аурой смерти. В нескольких милях вокруг поля боя была засохшая растительность, кишащая нежитью. Будь то город чудес или какие-либо другие племена, они не интересовались этим местом. Великий старейшина карликов Кларк привел людей к исследованиям, и они обнаружили, что в бассейне находится мощная энергия смерти, хранящаяся под землей, а это означает, что это должны быть древние руины энергии смерти. Лич построил алтарь и массив над руинами и вытащил энергию смерти, хранящуюся десятки тысяч лет, которая, в конце концов, превратилась в ужасающую энергию и почти уничтожила город. Если бы Чутянь не помешал этому. Город чудес уже превратился бы в страну смерти. Чутянь привел в руины Мэн-Ин, маленькую лису, 18 божественных слуг и 10 жрецов клана Лис. Все будьте осторожны. Чутянь повернулся, чтобы дать сигнал рукой. Он заглянул в глубокое подполье и сказал: «Это место заполнено опасной нежитью». Жрецы клана Лис были сбиты с толку. Зачем Чутянь пришел сюда без причины? С другой стороны, у него не было недостатка в экспертах, так почему же он выбрал жрецов религии демонического бога? Жрецы религии демонического бога были не сильны. Ценность, которую лисий клан имел для городского лорда, состояла в ведении бизнеса и укрощении зверей.
Черт, почему здесь все кажется таким зловещим? Мэн Ин последовала за Чутянем в подземный мир. Ее тело было покрыто холодным ощущением, как будто на каждой поре ее тела была ледяная вода, земля покрыта гнилыми костями, это похоже на гигантское кладбище. Зачем ты пришел сюда? Есть ли здесь скрытое сокровище? Чутянь засмеялся. Догадайся. Мэн Ин фыркнула. Кларк уже заставил людей исследовать руины, но поскольку это было очень опасно, а остаточная энергия была слишком сильной, они отступили и не получили много информации. Чутянь шел впереди, держась за меч, а маленькая лиса беспрерывно поглощала ауру на его плече. Это рассеивало мощную окружающую энергию, уменьшая давление, которое испытывали эти люди. Весь подземный мир был похож на гигантское кладбище. Кости древних существ в руинах фактически собрались, чтобы сформировать костные столбы под воздействием огромной силы, в настоящее время удерживающей все пространства. Чутянь мог чувствовать мощные колебания энергии. Руины удерживались не только физическими структурами, но и глубокой и сильной энергией, которая заполнила все пространства, поэтому она не подвергалась коррозии даже через 10 тысяч лет. Даже если бы в долине произошла невероятно жестокая битва, это место не было бы затронуто вообще. «Эй, скажи мне, что это за разбитое место?» Прежде чем Мэнин закончила, ее глаза внезапно расширились от страха, а ее белоснежные зубы начали стучать. «Призрак, призрак!» Появилось так много призраков. Когда их группа вошла в довольно просторное место. Они были окружены костяными спиралями, которые поднимались как столбы, но столбы были заполнены жестокими и ужасающими черепами. В это время черепы испускали туман, подобной энергии, которая быстро собиралась в небе, превращаясь в ожесточенных духов. Их было много, и мгновенно их было несколько сотен, окружавших их группу. Затем различные древние кости вокруг них начали шевелиться. Хуа, костяная рука, вылезла из-под земли. Тонкая нога Мэн Ин была поймана, и она, которая уже была в ужасе, топнула с резким криком. Мэн Ин была не такой сильной, но она все еще оставалась культиватором в царстве истинного духа. Когда духовная энергия истинного духа была выпущена, кости мгновенно распались на куски. Мэн Ин все еще была потрясена. Она обнаружила, что место, где ее схватил этот проклятый скелет, все еще горело, но, к счастью, у нее было бессмертное тело звездного света, блокирующее сильную энергию смерти от проникновения в ее тело, иначе она потеряла бы большую часть своей ноги. Послышался хруст, весь мир костей зашевелился. Медленно выползало бесчисленное количество скелетов, и было трудно представить их количество. Среди них было даже немало костей зверей, и они испускали ауру зверей 3-го уровня. Мэн Ин потеряла себя в страхе. «Бежим!» «Возьми себя в руки!» Чутянь дал ей подзатыльник. «Поистине не хватает перспектив, не говори никому, что ты одна из моих людей». Мэн Ин не была убеждена. Было 2000 мертвых монстров, которые пробудились. Было неизвестно, как долго эти мертвые монстры были в этих руинах, поэтому они, должно быть, очень голодны. Были даже те, кто не уступал экспертам царства истинного духа, совершенствование Мэн Ин вел Чутянь, и она никогда раньше не видела такого рода схваток. Хотя у нее было высокое совершенствование, она была на самом деле очень слабой. Как она могла видеть подобную сцену раньше, Чутянь похлопал маленькую лису. «Иди». Маленькая лиса тут же вышла, несколько раз телепортировавшись. Почти в одно мгновение она уничтожила сильнейших из них. Хотя тело маленькой лисы было крошечным по сравнению с ними, оно проходило сквозь них, словно пуля, и сильная нежить падала одним прикосновением. Они были монстрами без какого-либо интеллекта, в конце концов. Маленькая лиса могла легко поглотить их душевное пламя. Чутянь махнул рукой, и жрецы религии демонического бога выпустили свой призыв. Появилось более 10 призванных зверей, и божественные слуги образовали барьер, отгоняющий нежить. Скелетная птица быстро вылетела. Божественный слуга разбил ее на куски одним ударом, Мэн Ин была ошеломлена. И когда эта штука стала такой сильной? Ерунда, это марионетки, которые я усовершенствовал, как они могут быть обычными вещами? Чутянь дал другой приказ жрецам религии демонического бога. Вы видите души нежити. Мне нужно собрать большое количество душ, поэтому помогите мне собрать как можно больше их. Этот городской лорд даст вам большую награду. Жрецы клана Лис наконец поняли. Неудивительно, что Чутянь нашел жрецов их религии. Главная цель, которую Чутянь поставил перед собой, заключалась в сборе душ нежити. В городе чудес не было никого более опытного в сохранении душ, чем религия демонического бога. Это была база, которую они использовали для своих методов призыва. Маленькая лиса полностью подавила сильнейшую нежить, а Чутянь и Мэн Ин заблокировали другую нежить. Жрецы религии демонического бога вытащили маленькую бутылку, покрытую странными рунами, и использовали странное заклинание призыва духов, чтобы притянуть души нежитей.
Мэн Ин постепенно стала меньше бояться. Хотя еще было много нежити, они не могли добраться до них, не говоря уже о том, что у них у всех были транспортные свитки, поэтому им не нужно было беспокоиться о своей безопасности. Она с любопытством спросила: «Зачем ты собираешь все эти души?» «Не спрашивай так много, просто работай правильно». Нежитям не было конца. Через полчаса окружающая нежить не уменьшилась, а скорее их стало еще больше. «Городской лорд, бутылка для запечатывания душ уже полна, мы не можем собрать больше». У нескольких жрецов демонического бога в руках была бутылка, наполненная пурпурной духовной энергией. Были признаки столкновений в бутылке, и казалось, что она взорвется в любой момент. «Достаточно, мы отступаем». Чутянь заставил всех отступить, но прежде чем покинуть эту странную большую гробницу, он заглянул в глубину, и в его глазах появился любопытный взгляд. Это место явно не было создано естественным путем, это было место, наполненное древней силой. Так что же было запечатано внутри? К сожалению, время было неподходящее. Сейчас не время, и руины были очень близки к городу чудес, поэтому он мог исследовать их в будущем. Когда Чутянь вернулся в город, было уже темно. Их урожай был неплохим, в нескольких бутылках для запечатывания душ было несколько сотен душ. Он непосредственно принес эти вещи в лабораторию, и карлики были очень удивлены внезапным появлением Чутяня. Кларк с любопытством спросил: «Городской лорд, что вы?» Чутянь бросил ему план: «Не спрашивай так много, быстро приготовь это». Карлики не смели быть небрежными, быстро убегая, чтобы справиться с поручением. Мэн Ин посмотрела на Чутяня. «Что в бутылке?» «Не спрашивай, просто смотри». «Откуда столько вопросов?» «Я просто хочу поговорить, я утомлю тебя до смерти». «Ты хочешь быть отшлепанной?» Круглая и богатая задница Мэн Ин получила шлепок, и Мэн Ин сердито преследовала его, но в конце концов ее забрали 3 божественных слуги. Как она могла бороться с Чутянем? Она могла только сердито уйти и искать своих хороших сестер Нангунь Юнь и Вивиан, чтобы они втроем могли побить его вместе. Поистине наивная. Нангунь Юнь и Вивиан были лучше в бою, но они двое поклонялись Чутяню, как будто он был духовным богом. Они не посмеют и пальцем пошевелить против Чутяня. Пока они ссорились, карлики уже все приготовили. Кларк посмотрел на энергетический массив на Земле. В настоящее время он излучал пурпурный свет, и казалось, что он сделан из нескольких разных массивов. Если он угадал правильно, это был духовный массив. Когда люди этой эпохи могли увидеть массив с атрибутом души? Все карлики были привлечены их любопытством. Бутылка для запечатывания душ была помещена в центр массива. С громким звуком. Крышка от бутылки отлетела. Несколько десятков злых духов быстро вылетели. Чутянь спокойно сказал: «Активируйте массив». Жрецы-карлики быстро активировали массив, и злые духи были покрыты светом массива, издавая жалкие крики. Эти духи происходили от злых духов, поэтому они были полны сильной обиды и жажды крови. Чутянь мог использовать этот массив, чтобы очистить их, не убивая их. Кларк был шокирован. Злоба и ненависть были основой силы злых духов, поэтому они были очень умелыми в духовных атаках. Если бы эта энергия была очищена, им было бы трудно сформировать твердое тело. Чутянь, очищающий этих злых духов и оставляющий чистое духовное тело, был немыслим. Конечно, после того, как они были очищены, у них не было никаких сил, и они оставляли только пустое духовное тело. Эти духовные тела уже вошли в стабильное и неагрессивное состояние. Духовное тело формируется из энергии души и духовной энергии, эти две вещи составляют основу базового разума. Чутянь говорил, делая некоторые отметки: тогда просто нужно внести некоторые корректировки в духовное тело, и они будут иметь простую когнитивную функцию, которая является самой простой формой искусственного интеллекта. Искусственный интеллект, выражения лиц всех переменились. Глава 450. Мир — это маленькое место. Искусственный интеллект был очень продвинутой концепцией. Было бы странно, если бы такие коренные жители, как Кларк и Мэн Ин, могли это понять. Чутянь объяснил это просто. Искусственный интеллект был искусственным интеллектом, но он не был реальной формой жизни и не был нежитью, это был просто инструмент для мышления. Эти духовные тела не имеют высокого уровня, но они содержат базовые знания. Чутянь сослался на несколько искусственных интеллектов, о которых знал. Эти духовные тела обладают интеллектом, но они не могут сформировать сознание, поэтому они превосходны как инструмент для анализа и мышления. Они никогда не устанут, никогда не вызовут неприятностей и никогда не будут иметь страха. Если мы сможем сделать большое количество их, мы сможем использовать их во многих аспектах в будущем. Карлики были в шоке.
искусственный интеллект может овладеть большим количеством навыков посредством автономного обучения, поэтому его потенциал трудно представить. Будь то управление городом или использование в лаборатории, искусственный интеллект будет играть важную роль. Это было потому, что искусственный интеллект был разумным существом без каких-либо эмоций, он только понимал, как думать, и при этом не имел никакого сознания. Он был бы честным, спокойным и учитывал все, они никогда бы не додумались до такого. Но Чутянь мог сделать это невероятно легко. Кларк быстро сказал: «Можете ли вы подготовить кучу этих искусственных интеллектов для лаборатории?» Этот низкокачественный искусственный интеллект очень легко создать. В руинах находятся миллионы духов нежити, и мы сможем производить столько, сколько захотим, без каких-либо проблем. Чутянь сказал это, прежде чем покачать головой. Самая большая проблема — как их обучить. Хотя эти искусственные интеллекты никогда не устанут, мудрость этих искусственных интеллектов низкого уровня ограничена, поэтому они учатся очень медленно. Если вы хотите научить их говорить и различным другим навыкам, даже 5-8 лет будет недостаточно. Если же вы хотите, чтобы они овладели достаточным количеством знаний, чтобы быть полезными, это займет несколько десятилетий и, возможно, даже столетия. Карлики не возражали. Карлики могли жить сотни лет, а духовные тела имели безграничную жизнь. Если бы они тренировали несколько духовных тел в течение нескольких тысяч лет, эти парни в конечном итоге стали бы мастерами высшего класса. Чутянь, конечно, знал, о чем они думают. Хотя искусственный интеллект может существовать вечность, он имеет ограниченное пространство памяти. Этот вид предварительного искусственного интеллекта может выучить некоторые слова и повседневные навыки, но, в лучшем случае, он может освоить только элементарные знания. Когда его память заполнится, он не сможет больше добиться прогресса. Кларк приподнял брови. Тогда что нам делать? Если бы он мог выполнять только обычные задачи, не было бы реального применения для этого искусственного интеллекта. Есть два метода. Один — создать искусственный интеллект высокого уровня. Чутянь дал что-то Кларку. Иди и очисти это в первую очередь. Это пламя души Лича. Кларк узнал это с одного взгляда. Это было пламя души Лича, полученное из останков драконьего Лича, в котором содержался весь разум и воспоминания Лича. Кларку было любопытно, почему Чутянь сохранил его тогда, но теперь Кларк наконец понял, что это пламя души можно использовать для создания искусственного интеллекта. Пламя души нуждалось в сосуде. Чутянь использовал 10 душ нежити, чтобы очистить один, а затем очистил пламя души Лича. Хотя Лич прожил более 2000 лет, уже теряя способность чувствовать эмоции, его сознание все еще полностью не исчезло. Чутянь не нуждался в искусственном интеллекте, обладающем самосознанием. Объединить пламя души Лича вошло в новое тело. Духовное тело начало меняться и приняло прежний облик Лича, одетый в ту же большую одежду, что и раньше, и из капюшона появилась пара красных глаз. Только он не был таким же, как предыдущий Лич, это был дух в духовном теле, поэтому сила Лича уже исчезла, оставив только воспоминания и мудрость. С этого дня твое имя 0. Понял, господин городской лорд. Вокруг 0 были колебания, из-за которых в воздухе формировались звуки, которые, наконец, доходили до ушей. Этот голос был очень похож на машину, не содержащий никаких эмоций и сознания. Это отличалось от духовных тел, созданных ранее. Это был продвинутый искусственный интеллект с высоким интеллектом. Будь то текущий интеллект или его будущие способности к обучению, искусственный интеллект низкого уровня вообще не мог сравниться с ним. Чутянь спросил: «Кларк, что ты думаешь?» «Это действительно невероятная технология», — сказал Кларк, затаив дыхание. Он никогда бы не подумал, что Чутянь превратит Лича в свою марионетку с интеллектом. Чутянь теперь мог использовать знания и воспоминания, накопленные Личом за 2000 лет, только господин городской лорд. Такой вид искусственного интеллекта трудно создать, так какой же второй метод у городского лорда? Второй метод. Чутянь намеренно увеличил голос, то есть использовать искусственный интеллект в качестве компьютерных ядер и позволить им составить суперкомпьютер изначальной энергии. Даже самый простой искусственный интеллект в сочетании с супервычислительными навыками, памятью и навыками анализа компьютера изначальной энергии будет невероятным зрелищем. Карлики были ошеломлены. О чем говорил городской лорд? Почему они вообще не могли этого понять? В это время Вивиан позвонила Чутяню, и она сказала ему, что уже прибыла в страну Южного Лета, где в настоящее время идет строительство транспортной башни. Она подсчитала, что пройдет около половины дня, прежде чем все закончится. Глаза Чутяня мгновенно загорелись. Мне лень объяснять, потому что увидеть это лучше, чем услышать об этом. «Кларк, ты поедешь со мной в южную летнюю страну». Кларк прожил в лесу более 380 лет. Он никогда не выходил из леса и никогда не думал, что когда-нибудь выйдет, потому что лес слишком большой. Здесь было достаточно ресурсов и места,
и этого было вполне достаточно, чтобы карлики спокойно жили и размножались. Кларк никогда бы не подумал, что однажды он покинет лес хаоса и отправится в человеческую страну. Вивиан закончила строительство транспортной башни в центральном государственном городе. Чутянь привел большую группу людей к транспортной башне города чудес, сначала проверив пространственные координаты и, наконец, определив, что транспортировка может быть осуществлена. Чутянь не бросал слов на ветер и сразу сказал: «Всем приготовиться, пространственная транспортировка вот-вот начнется». Как только его голос упал, Чутянь активировал транспортный массив. В пространстве появились легкие вибрации, и невидимая энергия быстро собралась, сгущаясь в пространстве, которое невооруженным глазом не было видно. Когда пространственная структура сформировалась, она наполнила воздух пустой элементарной энергией, прежде чем испустить ослепительный белый свет. Было неизвестно, как долго он не испытывал этого ощущения. Когда Чутянь жил в будущем через 30 тысяч лет, мир был заполнен транспортными башнями и космическими воротами. Он мог найти подобный вид транспорта там, где захочет. Но с тех пор, как он переселился в эту эпоху, эти вещи стали особенно ценными. Когда свет исчез, территория вокруг Чутяня полностью исчезла. Больше не было гор и ручьев, водопадов и лесной травы. Скорее, он появился в большом дворце, построенном в человеческом стиле. Юнь Тиньхэ, Гоу Цинцу, 1000 ученых секты Юнь, а также Южный Летний Король, Маркиз Божественного Ветра, Маркиз Золотая Стрела и многие другие люди собрались вокруг них. Все они были свидетелями этого чудесного момента вместе. Успех. Гоу Цинцу и Юнь Тиньхэ взревели. Ученые начали подбадривать, и Южный Летний Король, Маркиз Божественного Ветра и Маркиз Золотая Стрела были невероятно взволнованы. В тот момент, когда Чутяня перевезли, они не посмели поверить, что это реально. Была ли действительно такая волшебная форма технологии в этом мире? Если бы им сказали, что в этом мире произошло что-то невозможное, первая их мысль была бы о Чутяне. Приветствуем правителя, защитника страны. Белый свет продолжал сиять рядом с Чутянем. Мэн Цин У, Мэн Ин и Нангунь Юнь, эти люди, которые долгое время были разлучены, наконец-то вернулись в Южную Летнюю страну. Эти люди были просто легендами в Южной Летней стране, особенно Чутянь, он был здесь как бог. Вся Южная Летняя страна поклонялась ему, и его статус не уступал Южному Летнему Королю. Чутянь засмеялся, когда он подошел. Все давно не виделись. «Приветствую Южного Летнего Короля». Южный Летний Король горько рассмеялся, не зная, что сказать. Белый свет снова засиял. Кларка перевезли, и все были шокированы, увидев его. Люди редко общались с карликами, и это была раса, которую они видели только в книгах, а они никогда не думали, что встретят настоящего представителя. Но по сравнению с человеческим шоком, мозг Кларка был полностью прожарен. Когда он появился в королевском дворце Южной Летней страны, когда он увидел всех людей и когда увидел другую среду, он почти заподозрил, что ему приснился сон. Это карлик великий старейшина Кларк. Хотя он не получил официального звания ученого, он обладает очень глубокими знаниями и может даже называться ученым страны или ученым великой страны. Чутянь дал простое введение. Старейшина Кларк — это страна Южного Лета. Маленькое человеческое царство к северу от леса хаоса. Все были в глубоком страхе. Так это эксперт из леса хаоса. Южный Летний Король кивнул. Поскольку это почетный гость, и Южная Летняя страна не может быть небрежной. Немедленно приготовьте приветственный банкет для гостей и поприветствуйте правителя, защитника страны и маркиза облачного сна. Давайте пока забудем о банкете. Чутянь вернулся не для того, чтобы поесть. Я хочу увидеть компьютер изначальной энергии. Юнь Тиньхэ и Гоу Цинцу были заинтересованы в этом. Да, мы просим председателя пойти с нами.